Что за срань, подождите. Алло. Ну ладно, слушай, не могу сейчас говорить. Ты ведь кальмар, а я ведь амар. Нам не суждено быть с тобою вместе. Физи, не спрашивай. Большой секрет, девочка ОВЦ включили? это просто Скиньте ссылку на ОВЦ. Хомяки, кролики, теперь танцуй балет. На теперь просто девочка лопата, и ей больше сады копать не надо. Джела Лонган до конца света дата. Надо понять, что она теперь лопата. Лопата, 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 лопата. Спасибо, мужики. Лопата, лопа, лопа, лопата. Лопата, 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 лопа, лопа, лопата. Е-е-е, а, е-е-е, оу, е-е-е, а, Хотя он умеет. е-е-е, а, е-е-е, оу, е-е-е, а, е-е-е, оу. Я теперь О, хорошо. на дискотеке. Один в аптеке. От русского танца болелась голова. Теперь я фанатка Анжелы навсегда. Я ненавижу носовой сон. Ты меня ограбил? Что за бардак? Таешь в Бангкок. Чтобы похудеть, надо делать прыжок. И тогда жир уйдет, и дела пойдут все оп. А теперь просто девочка лопата, и ей больше сады копать не надо. Анжела Лонган до конца света дата. Надо понять, что она теперь лопата. Лопата, 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 лопата. Блядь, это пиздец. Лопа, лопа, лопата, 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 лопа, лопа, лопата. Е-е-е, а-е-е-е, Ой, блядь. е-е-е, а-е-е-е, Анжела пришла и села. Ага. Лондон, Анжела. Охуенный контент. Нет, я уже не колдуюсь. И успела. Теперь я занимаюсь производством. Зебра, 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 зебра. Слушай, у меня что-то не так. Хорошо. Надо успеть Да, поймать едем такси, побольше. чтобы попасть на тусовку. Как думаете, кто победит? Я думаю, я. Теперь просто девочка лопата, и ей больше сады копать не надо. Анжела Лонган до конца света дата. Надо понять, что она теперь лопата. А теперь Привет, фанат Пуджа. Нормально все. и ей больше сады копать не надо. Анжела Лонган до конца света дата. Надо понять, что она теперь лопата. Е-е-е, а, е-е-е, оу, е-е-е, а, е-е-е, а, е-е-е, О. оу, е-е-е, а, е-е-е, По кайфу. А можно теперь вырубить NPC в чате? Спасибо большое. Может включить follow мод? Каргон, сможешь follow мод ебануть? Спасибо. Дин такой классный, веселый безобразник. Любит даблтайм и шалить с ним по утрам. Анжела, твоя бывшая или будущая? NPC, ты заебал донатить. Плюс 50 легко. Привет, Flying Shark. Привет. Да я не знаю, в бане он или нет. У него же миллион аккаунтов, ты чего?
Опа-на! Да, это матч соперника следующего, скорее всего. Мы болеем за Румынию, потому что против Румынии проще играть. Они более нестабильные. Я надеюсь, они сейчас выдадут лучший перформанс за все время. И на этом остановятся. Да, сейчас выйдут хуйки, все нормально будет, успокойся. Ну да, кстати, за Лукриса можно тоже поболеть. Чё по звуку, говно? Так, давайте я быстро вам ввожу в курс людей, кто только пришел. Стрима-карта, Альтернейт, R8, все вместе в перемешку по чуть-чуть, в хай BPM. R8, джамп под дабстеп, стримы, джамп по DT1, триплетов 1,5 штуки, стримы, бёрсты. Подумать, поиметь, пожать стримы. Пул по звуку норм, небалансный вообще, как будто стрим практис сыграть зашел, знаешь? И 3 джампа карты. Вот такое ощущение. Как будто знаешь, это мапул для Red Pixel сделали, чтобы он зашел и все карты VSS закрыл. И показал всем, как это, насрать на лица. Но Red Pixel, к сожалению, нет. Поэтому смотреть на эту феерию, ну, не сможем. Тут Бадео ни на одну карту не выйдет, кроме NM3, DT1, там, я не знаю, его высунут, мы бы на хард-рок первый. Все остальное, ну, я не знаю, как он жать будет. Россия завтра вроде. Ну ты посмотри расписание, либо у меня в ТГ, либо в этом, как его зовут. Либо на Усувике, как хочешь. Как тебе удобнее. Че, Скровель, какая любимая карта в мапуле? Чего у них там происходит? Что это за хуйня? Ну, короче, они банят самую жимерскую жимокарту. Хуйки банят самую жимерскую... А, нет, стоп, это Бадео банят самую жимерскую жимокарту. А что они играть будут, если нет, они в состоянии играть? Тут же все карты как DT2. Только БПМ отличается. Ну, короче, если ты банишь в этом пуле DT2, ты показываешь слабину и сразу показываешь, что против тебя можно пикнуть 25 карт и насрать тебе на лицо. По моим ощущениям. С другой стороны, и так все понятно по их составу, и им нечего делать тут. Ничего, посмотрим. Там же в хуйках каждый второй жмет, нет? А эти забанят сейчас NM3, например. DT1 банят хуйки, вы че, на уверенности настолько? DT1 простая. Да, тут хуйки готовятся к разъебу. Сейчас смотрим, как они будут играть. Ну давайте, NM1. Погнали. Так, первый пик. Филиппины. Давайте нам один пикайте, хватит думать.
Домопул, один сплошной стрим практис. Одну джампа-карту забанили хуйки. Есть еще, ну, типа, альтернейт. И вот это вот нечто с джампами. Все. В Филиппинах землетрясение ёбнуло. Пиздец, неудобно играть. Ага. Верю. А чё они HR2, интересно, берут? Она, я не знаю, тут легко очень обосраться, если ты не растрясся. Можно испугаться и в штаны насерить. И это рандом, на мой взгляд. Очень странный ФП, не понимаю его. Во-во. Дин, это хуета. Это рулетка. Yeah, you have some good precision players, some good hard rock players on the side of Romania, but when you're coming off the back of a two-way top score on both hard rocks from the round of 32, I think. Ну, я бы болел за Румынию. Мне кажется, России с Румынией проще играть намного. Probably the right choice. Yeah, they triple FC'd both hard rocks last week. En route to. Кстати, одна из самых простых карт на пуле, на мой взгляд. So definitely a first pick that makes a lot of sense here. This is a quite flow aim heavy. Потому что короткая, 2 минуты всего. And of note, you're going to want to be watching out. I know the names are all about the same, but you're going to want to watch out mostly for 2045, 43, and 44. Those are Henry, Nathan Ram, and the actual Hyok himself. So those are probably the three most notable of the Hyoks on the Hyok roster here. Не знаю, в Румынии Бадео играет хреново. Ну что, румыны уже насрали в начале. Henry and Lucreece going to trade, as well as Rolly following up, and the actual Hyok himself as well. So, ну смотрите, Бадео миссает, Лукрис миссает. Челы справа вообще не в состоянии ее играть. Ну, челы справа просто... Ладно. А чё они так плохо играют ее все? Чего? А чего так плохо? Дин такой классный, веселый безобразник. Любит даблтайм и шалить с ним по утрам. Посылаю тебе свою удачу. Надо рулетку вырубить нахуй. Спасибо. Еще увидимся. Спасибо. Очень плохо играют, что те, что те. Ну, Румыния сыграла, если что, ужасно. Fair enough. I can appreciate that. Nice combos here from Lucreece and Badu. By the way, we must say, if they had found breaks from the Hyoks, that could have been comebackable at some point. But unfortunately, the map just too short to allow for that to happen. So despite the good ending combos coming in from a couple members of Romania, the Hyok squad once again dominant on another hard rock pick. 512k to their favor on their first selection of the match. Hyok, and Hyok. All postings. Ну, смотрите, короче, что те сыграли просто ужасно. Но вот эти это вообще что-то с чем-то. Я не знаю. Есть подозрение, что если бы я вышел, я бы разъебал что тех, что тех. Не, я егерь вчера пил. Давайте смотреть, что дальше. Пикует FM3, это жим. Чего? А нахрена они ДД2 забанили?
Подождите, что за срань? Это умом? Челы, которые играют в OWC, объясните мне, как можно забанить DT2 и пикнуть Фримод 3? Че у людей в голове? Ну, Велифара, видишь, он сейчас, походу. Второй раз не будет. Либо они очень умные, вот эти челы, либо, я не знаю. Но я ставлю на 5-0. Time too in this very same match. So I am definitely a little surprised to see that Philippines outscoring them with both scores on DT2 in the qualifiers and having a pretty actually not playing the speed in round of 32. So no points of comparison there, but I do think this is a little interesting. Да хрен его знает, что там читать. I'm wondering if maybe it's more so Что там стаки, что там стаки. that they're trying to lean into, because DT2 is very finger control focused this weekend. So, Ну, мне кажется, если ты фингер контроль играешь, ты то и должен закрывать одинаково примерно, нет? the speed pool and lean into something else that they're maybe a bit more comfortable with. Yeah, I could see this in terms of skill set being maybe just a little bit more accessible. It's all about just kind of the raw burst and like the stamina to play those raw bursts for almost 4 minutes. This is a very long speed pick. I might add, like 3 minutes and 40 seconds for the Nomad 5 replacement is pretty lengthy. So perhaps that skill set a little more comfortable for them than the. Нет, сценария не будет, мне кажется. I feel like just like you do, I am a. Румыны очень сильно на очке, по ощущениям. На катастрофическом очке. Don't expect necessarily to immediately see that same team picking another speed map, but Romania, you know, must have confidence in it. You've got Rolly coming in for a speedy pick. Я забыл убрать. Newer players last year. Вот так вот, все нормально. For everything. They played everything last week, so just good skill set coverage. But this is the type of map that I think Hyok can FC. Hyok can also put up a good score, and I think Hyok Не, овермодить не буду. well. I don't know if they'll get fourth. А я бы с хардроком поиграл. Coming in as the filler. But we're gonna find out because here we go. Circle size какой-то противный. This is gonna tell us a lot, I think, about this Romania team. If they can ban DT2 first pick 3mod3 and win it with some good scores, they'll be feeling a little better about some of these other mechanics picks going forward. But if Hyok can put up the scores that they're capable of, this is definitely break pointable for the Philippines. Dead Card с хардроком, по-моему, легче, чем ноумодом, нет? Both on the Nomad here for Romania. So this is the strategy, I think, of putting your best players on the Nomad for Romania and just looking for that two-way FC. Lucretia and Eternum, like you said, kind of the Parma players for Romania a little bit. You're going to see them in on the vast majority of maps, and speed is something they're both pretty comfortable with. So not too surprising to see them on the Nomad, though I could have definitely seen, for example, Eternum on the Hard Rock. Хидены должны помешать, по идее, первыми. Pretty solid choice here. Rolly with a very early break at the start of the map on the Hard Rock. And everybody else holding on to the full combos right now. This is a Ладно, нас интересует счет 5-0, да? Или мы болеем за Румынию? По идее, нам нужно болеть за Румынию. Ладно, давайте попробуем. Хуйки, пришло время местить кому-то. А кому? Они очень уверенно идут. Вот 47-й что-то на очко сел. Ну, конечно, против Румынии я бы поиграл. А чё 54 ФК играют? Вы что, запотеть решили? Алло, хуёк 47-й, пора. Тряска. Страшно. Мискликнуть. Не, ему похуй абсолютно. Yeah, you know, we talk a lot about how speed picks are generally speaking pretty binary. Either you can play them or you can't. And if you're 16 сядут, увидели скоро. You're going to get good scores on them pretty reliably because it's 44-й, давай. a skill set that does not have a whole ton of variability in it. Like, if you're able to tap stuff, you're able to tap stuff. At this level, for a lot of higher-end players, this is just going to feel fairly comfortable. It's only 240, quote-unquote, only 240 BPM. Like, for speed, that's not that fast. And as you said, it just continues to be the accuracy and that early break from Rolly because it's 98 and 97 for the mod players. Забейте, что такая потная. 99 and 99
on the Hyok and Hyok mod combo. Опа, хуёкс! 44-й миснуть, 44-й миснуть! 44-й, нужно миснуть срочно. На говне. Oh, he turned him trades. Блядь. And that means that comeback is almost impossible now. There goes Rolly as well. This is going to be a break point. A really good score from Hyok on Hidden. And a couple of solid backing FCs as well from the Hyoks on Nomad. As there goes Lucrease as well. У Филиппин нормальный скор. Just not quite able to hold through to the end. And Hyok, and Hyok will be a break point here. We question this pick, and it seems it was for good reason. Yeah, Не, хуйки очень хорошо сыграли. Прям красавчики. Если не шутить вы, смотрите на Аку. Очень прилично. Чикони, если миссишь, я тебе это буду припоминать весь год. From Hyok up in the top right there, looking very, very solid on this pick overall. And unfortunately for Romania, that speed ban into speed pick not working out, and so you're probably going to see Philippines maybe abuse that later on, pick into the double time 3 in this. Да невозможно. Нельзя миссить на этом. Ну, кстати, жесткая карта, что от тех, что от тех. Сыграли хорошо. Какой-то катастрофической тряски не замечено. МБ будет серьезный замес. Только я не понял, почему Румыния пикает до сих пор карт нажим. Если им противопоказано их играть. Или они думают, что их на всем разъебут. Филиппины все правильно делают. Просто пикают ДТшку простую. Также сыграют 4 ФК, наверное. Или в конце намиссуют. Да забей, там урон по области распределяется, никому ничего не наносится. Этот понос не работает. Очень тяжело. Я не могу тогда чекнуть одновременно и игру смотреть нормально. Сложно. Мне кажется, проеб по пикам. От Румынии. Сейчас узнаем, это так или нет. Если они ДТ3 также близко сыграют, это будет интересно. То есть, а как я тебе должен каждого хуйка выучить? Это же сумасшествие, их 8. Я китайских только выучил челов. А этих 8 это за гранью фантастики. Ну, хотят они так. Romania obviously more than capable of putting up good scores on this type of map that, as you said, the 3.4 mil from last map will likely be a pretty high up in the eventual score ranking at the end of the week, but Philippines just that little bit better. They've got the consistency and obviously the skill ceiling that you need to play a map like this and do quite well on it. Yeah, and the question is just, you know, can Romania find the high roll on a map like this, get a 3-way or 4-way full combo, and hope for another one of those chokes to come out from the... Не, забей болеть за румынов, это обычно в обратную сторону работает. Or if you can ever so slightly beat the scoreline you just put up on the Fremont 3, it's definitely possible for them to take this point. And this map is probably one of the more volatile picks left in the pool because of that, right? A pick where either team can realistically win it is usually not something you pick into early, which is why I think we were surprised at the DT3 pick here and the Fremont 3 pick. Ну да, это не... earlier on, right? Like, ну, либо Филиппины настолько не на очке. Смотрите, что плеб делает. Внимание на его экран. Ему там плохо, по-моему. Looking forward to seeing how both these teams do on a pick where clearly both these teams are very, very good at this sort of map. Unfortunately, some early breaks почему 88? On the side of Romania. Hyok coming in for the first time this matchup alongside Hyok.
as well. Hyok and Hawk still in from the previous maps. And Так, there is вроде Аква a выправляется traded miss справа. from Hyok in the bottom left there. But Lucrece and Eternum is still the only full combos for Romania. Now another break from Halpleb to come through. Ну, тут же вроде АФК карта до последней половины, где хоть что-то делать надо. Не? Oh, actually, another trade there from Hyok. So two-way full combo to two-way full combo. Офигеть, 45-й миссайд, какого черта? Это же лучший игрок. Yeah, this one definitely proven to be a little more volatile. The slight aim addition compared to Free Mod 3 causing players some difficulty. Those notes stacked on the end of sliders. Предыдущая была страшной. Well, Halpleb is straight up not having a good time. That is a lot of misses all the way to what? I'm not sure actually what's going on. It almost feels like he has the wrong keybinds or something from the way that some of these bursts are going. That's really unfortunate to see down to 91 act. That score nearly irrelevant at this point as it falls farther and farther behind. Fortunately, Lucrece and Eternum were still holding on to keep this score diff intact, but not anymore as Eternum breaks a couple of times. Ну чё, вся игра на Лукрисе? А ему плохо уже, по-моему, не? Have an FC still on Hyok to match and backing combos on Hyok and Hyok as well. And that's going to be Philippines just taking a humongous lead here halfway through. Yeah, very luckily for Romania, there was the trade from Hyok in the top right as Eternum broke. Но смотрите, если 44-й сейчас миснет, то шансы есть. 44-й мисни, блядь! 44-й надо руинить, срочно, дай посмотреть матч сегодня. Понос на 44-го! And so now you've actually got Miss! combo for both teams. If we see a reset on the full combo, I almost said combo. The full combo for Hyok. For the side of them, I've been saying Hyok. The Hyombo? The full Hyombo. If we see a reset on the full Hyombo there for the Philippines, maybe we can see Romania. Ладно, проебали. But Проебали, it's ребят. okay, man. There is so little time left. And the Проебали. accuracy for Romania, I don't think, is going to be high enough looking at Rolly and Lucrece in particular in order to bring that type of score lead back. And there goes Hyok and Rolly there. And Eternum as well. It's just Lucrece standing alone for Там Romania 48-му at the просто end of the pick. дурно. And it is the Hyoks United rallying around that one full combo Так, for the original давайте, Hyok, кого мы in гнобим? the bottom right. Very, very well done from the Ты вообще Philippines, больной? winning that pick by 650. Ой, извините, нельзя So that оскорблять kind of map would игроков. be volatile. Didn't expect Нельзя that игроков many оскорблять. trades between these two teams. Only two full combos between both Ну это пиздец. squads. For Это полный this пиздец. BT3, but it does come out the way we expected it to initially with the Philippines on top. Yeah, definitely expected somewhat higher scores from a couple different players, but Hyok and Hyok both missing. Ну, right at челы that слева, кстати, 75 более-менее сыграли почти у combo всех mark, 700 тысяч. Right at a just past halfway through. That's going to cap the scores out, and you saw what happened there: 680k, 634k. But you know, it does feel like Romania kind of got fourth playered a little bit. If they had a score, you know, similar to the rest of the averages in the lobby from Halpleb, that Еще would хочется be дать премию, closer. It's кто still Romania хайбпм winning, решил but против it's, Филиппин a lot closer than поиграть almost из них. 700k. Unfortunately, did not have a good time, and the rest of the Знаете, вот Philippines just, я бы did what понял, they если needed бы to они bring up the пикнули, solid сука, backup фремод 3, но не scores банили до for the Т2. FC, as mentioned from Эти пчелы мы бы засали пикать And, хайбпм. now Но Romania нет, definitely in a spot of bother нет. here, 3-0 down just like that. They consolidated break point to come through for Philippines. And Жалерти, реально? Там срач? well, there's not Они much happening or срутся? speed Или remaining. чё? We've got that going for us. There's technically the kind of flow aspects of Nomad 2, but other than that, it is going to be a change in venue. Если for чё, если у вас чел сыграл хуёво, ну, нахуя его гнобить или говорить что-то? Обвинять там. Вот это все, это просто пиздец. Это я могу сказать, что он там плохо сыграл? Но вам же выигрывать матч надо как-то. И если вы его задизморалите, ну он на 100 тысяч сыграет в следующий раз карту. Очень умно. Очень умно. А что там происходит? Привет, петарда. Ну, мне кажется, это фри для хуйков абсолютный пик. Мега фришный. И сверхэлементарный. Я бы не удивился, если бы они взяли нам один или вот эту хероту на первый пик. For example, in qualifiers, but you double S the Nomad 3 on run 2 for Romania.
and got a 99.73 AC full combo on run 1. So maps like this are kind of his playground, and you're gonna expect him to come in and... Да, Мелифар, это вообще запредельное говно. for the side of Romania. Это нужно просто конченным быть. Out of the last slot there for the blue team. Этот фингер-контроль из двоек. Also Очень going to сложная с have a хардроком. lot of Прям конченая с players хардроком. looking at, the first 3 Hyoks in Но ее particular, нужно наигрывать, and эту of course, карту. the player of, Hyok coming in for the first time this match, actually, for this free mod 3. So I'm excited to see how they'll do on a map like this. And even though we talk about Romania having a really good ult team, unfortunately, despite Badu having the full combo both times on both of their scores in qualifiers, Может, и Царном Philippines стримит? was ahead of them on both of their scores with better team score both times, especially coming out of Hyok and Hyok, who are all in. Ничего не было, Синтез, можешь на фоне открыть, послушать, что там Definitely looking происходит? forward to seeing the overall team consistency from them come through again, and really hoping that some of the members of Romania can step up to match what Badu is capable of on this map. Yeah, one thing to note as well regarding the Badu situation. Привет, Дисюк. Is Привет. Actually, I believe Bottom scored Nomad 3 last week, and they still won it against Singapore. So they are a team that has become capable of actually carrying Badu on some of these picks rather Бадео than vice расконтролят, versa, the way наверное, it's не? felt so many times in the past. С So, Торном с you know, maybe a хардроком. little bit of confidence boost from that performance last week. Obviously, that was on a Ой, no-mod rather than on a блядь. free А mod. почему? But you know, the skill set still ладно, relatively окей. common. So in we're gonna go here. It's gonna be Rose on Hidden, Eternum on Hard Rock, Badu and Lucrease on the Nomads. Meanwhile, you have Hyok on the Hidden, Hyok on the Hard Rock, and of course Hyok and Hyok thusly on the Nomad. Смотрите за челами на хардроках, там вообще очко должно быть. Hyok on Nomad. In we're gonna go, and this one could be fun. I'm very interested to see how this map plays out. Yeah, obviously, we haven't seen any of these picks. Это первый матч, да. This being the first match of the round, but Основные матчи this завтра, is one of the послезавтра. maps that could result in some very cool outcomes. It's also a very cool map. You don't see a lot of swing rhythm in particular in tournaments because it is very hard to search for maps like this. Rhythms end up being a different BPM than what you would Ну, usually ты накаркал, end up searching Дин. for. In this Ты case, накаркал. closer to, 190 or Понос на 200 хуйков! map. Миснуть на ровном месте! A lot of different types of rhythms, unfortunately not going well for Romania with those different rhythms catching off some of their players. Lucrease finding the drop there, and now Badu Не-не-не, also dropping Дин, for тут- Romania. This is kind of disastrous. Они на слоу early парте, on, они as на now слоу you парте only have мисают. Rene and Eternum, the modded players on recovery combos versus the three-way FC in И там и Терном for халдит с хардроком the камбут. Hyok Понимаешь, что он on the миснет в lineup. любом случае? And the very last Hyok on the lineup, not having the best time, sure, but still matching the score coming out of Lucrease right now from Romania. Hyok 2045 will... Хуйки Still обосрались! two other full combos for Hyok and Hyok. Давайте, давайте, 43-й, 43-й, срочно обсер, понос. 44-й все равно испугается. Ебать, играет! А, ну все, где? Нет? Да с хардроком очень тяжелая. On the 1-6 stream pattern in this map will completely kill the team score for Romania. Yeah, that just ended the map right there. I remember Ну, всё, seeing да. this map and being a little concerned at what that stream might do to people because it's the only Это stream 5-0 of the будет, скорее entire всего. thing, and it kind of, I don't want to say it comes out of nowhere, but it is a little bit of a surprise. I mean, obviously you're hoping... С хардроком вообще жесткий чел, очень жестко играет. And, you know, a couple players on the Romania side... Очень сильный перформанс с хардроком, если что. Meanwhile, Hyok and Hyok holding on to those FCs, one Nomad, one Hard Rock, and the solid recovery combo, it probably would have been enough regardless of those breaks from Romania if the Philippines had held the 44-й хуёк, просто бог. But that just accelerated the process, and it's going to make this team score look pretty one-sided at nearly 700k. It'll go over 700k by the time all is said and done. And the volatility of this map pool is really biting Romania, unfortunately. Not getting the results that they would have needed on these picks, and that's 2 break points down. That's 4-0 Philippines. That's 4 match points the rest of the way.
you know, you like the Romania squad, you like what they're capable of doing, but Philippines just flexing their muscle in this Да, он вроде matchup недавно now, зашел в игру только. winning 3 somewhat similar 44-й. picks, and then Ну, там going в and армии winning было или something что-то такое, не completely знаю. different, equally comfortably to take the 4-0 lead. Ну, не знаю, они как будто карту еще плохо готовили. From the Hard Rock 2 at the start, right, picking into the mod that they Есть такое подозрение. scored last weekend. Но на самом деле эта карта лузовая для них 100% в любом случае была, на мой взгляд. Я бы скорее ее забанил, а не ДТ2. Чтобы не палить. В их матчапе надо было ее банить. And now they're going to go with no mod for low approach rate reading. You don't normally pick this into Romania, but when you have players like Ну что они распикали безобразно, чел за Румынию. actually, Они пикнули жим. I think it's pretty А им нельзя его вообще брать. for the Philippines. And this is a map that Им нужно заставлять филиппинцев его пикать первыми. to learn for a couple of reasons. A lot of the patterns repeat themselves, and so if you learn it once, you can play it 5 times in the same run of the map rather than playing it once in the same map, for example. And it's only 1 minute and 40 seconds, so it's relatively short. There's only so much to learn in a map that is this short. And yeah, you're going to see the same 3 Hawks we've seen for most of these picks come back in 2043, 2044. Подождите, хуйки пикнули нам 4, да? Все понимаю. Стоп, почему? Стоп, а кто пикал? Это же пик должен быть Румынии, нет? Или я осчитался? Это пик Румынии, по идее. It's definitely going to be a tough run for Romania from here if they want to win this sort of match. As you said, they're going to be down. То есть предыдущую карту пикнули челы из Румынии? Они ебанутые? All of them in a row. It's reverse sweep entirely to win the match. So looking pretty grim for Romania, but we'll see what they can do on this. Они же 2 самых лузовых пика пикнули, нет? Yeah, it's a very tough situation to be in if you're Romania. A couple early traded На которых breaks меньше from всего шансов у них. Hiyok and Eternum to start things off. А кто у них Bit еще of a карты bang пикает, there, мне but as интересно you said, просто. this is a- Как они I don't wanna договариваются? say repetitive type of map. The patterns, you know, kind of change where they are on the screen and such, but it is a very similar style of play the entire way. Ну, кстати, through it. здесь шансы реально есть. Well, so the learning aspect definitely there. Unfortunately, Hiyok not having a good time. Eternum with another break, but there's another break from Hiyok traded by Lucreece. А чё, типа, хуйки пикнули карту, чтобы поржать? Или чё? В чем пришка? Я не понимаю этого. Почему бы не продолжить дальше жим пикать? В чем суть вот этой хуеты? Забейте X-Fire и хуйков перепикает. Хуйки тоже ебанутые, забейте. Я не понимаю этого. And, you know, we talked about maybe Philippines is able to match Romania on this low approach rate with the 3 foremost Hawks on the team, but it's not looking that way. No FCs left for any of them. Multiple resets during that section for basically the whole Philippines roster. It's just 2043 and 2044 holding on at the moment versus... Oh, only Badu now. Rosé finding the miss there. But that's a 700k Я в scoreline шоке. for Rosé, and it's a 300k score Я lead просто в for шоке. Romania with just a sliver of map left. But you Я в still on шоке. this full combo, Абсолютном. as he does, С того, as как we эти челы come to пикают. expect of him in tournament. He is one of the foremost specialist players in the world, showing off once again what he's capable of for this Romanian roster in the OS World Cup. Yep, that is Badu doing Badu things. And man, there's some tragic scores in this lobby. Obviously, I think it's a little bit lower OD, so not super surprising to see like really good accuracy. Сейчас Румыния пикнет джим. Да? Ну, у них же не получается, блядь, 4 карты подряд джима сыграть. Давайте еще пикнем какой-нибудь. Давайте вот еще раз пикнем какую-нибудь джима карту, нахуй, чтобы еще пожать. Найдем сейчас мапуля. Самая жимерская, что осталось. До стримасы возьмут сейчас, смотри, проверяй просто. Типа, не хочу пикать джампы, хочу поиграть NM1. Не хочу там NM3 открывать. Вот почему просто... Ой, возьмите Hidden 2, не? Hidden 2 после вот этого пика выглядит как фри. Для Румынии, не? Если бы я за Румынию сейчас сыграл, я бы взял Hidden 2. Они нам 2 возьмут. Or they go, no, they're gonna go Hard Rock 1. It is Coffins, the classic Neil Perry slider tech.
Ну ладно. LCFC Ладно, versus ладно, нормально, the, нормально. pretty OG pick from quite a few years ago. Нормально, нормально, нормальный пик. With the added wrinkle of being in the hard Ну rock, смотрите, we'll just просто make джампа it карта more консистенции. goals. С учетом того, что вы не в состоянии HR2 сыграть. I would Ладно. say that Просто для меня ощущение, если вы играете Here's the funny HR2 в thing, 0 right? ФК, Philippines top scored both Hard Rocks in то пикать Hard Rock 1, 2022, это but they странно. Там еще аимить надо. didn't have the best Там еще аимить performance надо. on Hard Rock overall in the Можно ж qualifiers. пикать джампы They с большими soundly beat кругами, the Romania сука. scores on Hard Rock 1 with both of their own Можно in ж the пикнуть джампы с qualifiers. большими кругами But в they пуле. were soundly beaten А еще by лучше both Hidden Romania 2 взять. scores on the Hard Rock 2 in А можно qualifiers. альтернейт So, пикнуть. yes, in Там round непонятно, 32 как they were сыграют completely челы слева dominant, but еще. it's by no means something that they automatically win versus Romania. Зависит, это 3-2-2 матч, I don't реально. mind a pick like this, especially when it's more tech focused, right? You look at the Hard Rock picks last weekend. Ну, в принципе, может повести. Siren Room, Может Nell повести на этой had херне. a pretty high overall Вдруг они average сейчас это не на очке будут and играть в первый раз в Hard жизни. Rock was really basic aim consistency with some streams, so looking at something like this, looking at the players on the side Так of тут аимка. Romania, you know all of these players are Конечно, very они БДЛ capable поставят. on tech maps, generally speaking, and this is of course a little bit more difficult, a little bit more demanding than something. Но если они это like выиграют, last то есть им нужно weekend, взять Hidden especially because you have this lower circle и set, выиграть right? пик When Филиппин, map is правильно? А safe, Филиппины like возьмут it хуйню, was last очевидно. weekend for Nell, you don't Ну, get то есть as это реально much уже. wiggle room, you don't get as much difficulty specifically from the tech elements of the map. So looking towards Romania to make good on their tech prowess on something like this, given that Philippines had honestly a pretty bad team score on the Nomad 4 last weekend. Yeah, that Nomad 4 from Philippines definitely did not look great. They dropped one FC, but some relatively poor scores otherwise, so perhaps tech not their preferred. Да это не тек, блять, это джамп карта. Romania, of course, Джампы со could be very слайдерами well-known просто, tech это не... player, but the whole team- Если добавить трещотки, the это whole не team значит that they've put тек. together for this particular И match, I дабстеп think на more than фоне. comfortable with selections like this. Eternum, Lucrece, and Rolly all gonna have a pretty okay time, I think. So I would, again, you know, for no particular reason, I think it would be cool to see Romania winning this pick. No particular reason at all, of course. This is going to be contested again with. Нет, существует два жанра музыки, аниме-опенинги и дабстепы. I can get behind this selection from Romania, especially with some experience on the roster that's played this map and seen this map in tournaments before. And in we go into the first kind of drop section here. You'll see the slider aim. Хуйки мисать! We'll find out quickly how comfortable everyone is, and unfortunately it's going to be Lucrece Romania, the first to drop, while Philippines holds on to the four-way through that first little tricky section. Охуенный пик, по-моему. There goes the Eternum as well. He also finds the drop for Romania, so now it's 2-4 in terms of Хуйки мисать! 2-3, Hyok dropping for the 48-й, я чувствую, что ты боишься на этой карте. Нет уверенности такой. Там все мисснули, я понял, пиздато пикнули, ребят. Пиздато пикайте. Бля, это такой пиздец. For two of those Hyuks, then for Badu holding on to the Кто 90, там карты 99, пикает? almost 99, and 97 from the third Hyuk, but it is still the full combo, and that's all that really matters right now. Three of them Какой making it through that ебанат. first drop is huge, because you get this free combo. Ну ладно, смотрите, если сейчас все хуйки миссут, они имеют шанс на победу. Divided into 3 easy sections and 2 hard sections. Hard sections in between the easy sections, and if you make it through one of them, you get that free combo afterwards. So this is huge for Philippines, just completely extending the score lead by far more than it usually would be, just based off the hard section alone. Yeah, they're gonna feel Так, very хуйки надо миснуть comfortable срочно, now вот with сейчас. 440 Хуйки, все одновременно, на первых же слайдерах улетаем. Roughly a third of the way through. It would Иначе я require просто Philippines отказываюсь to верить, что completely справа... four-way reset going into this next difficult section. It would require Ой, Romania to hold ё-моё. for basically the rest of the map. The odds are Вот сейчас getting будет место, да? ever slimmer of any sort of comeback happening on this pick for Romania, because in we go to the next Не, ladder ребят, tech drop пиздец. section, and we see Philippines just continuing to hold on. The three-way full combo still intact, and Hyuk backing up well after the earlier break. Филиппины очень хорошо играют. Филиппины очень хорошо играют.
It's looking like possibly an FC from Badu, but with another break from Lucrece, it is traded by Hiok, but it almost doesn't matter at this point. It's 700k plus. There goes a Turnham. And that's going to be about all she wrote here. We're going to be seeing Philippines taking a 5-1 victory in this match once this one is all said and done. Badu drops to add insult to injury, and he leaves the lobby instantly after the map is over, after not getting the FC and having perhaps not the best day for Romania. But it is Philippines continuing to fire on all cylinders. They did well in the qualifiers. They did well in the round of 32. And they did well here again in the round of 16 with a pretty clean 5-1 victory, backing up their 5-1 victory last week. They look rock solid heading onward. Ладно, просто скажите, как можно так пикать безобразно? Вот как можно пикать вот, ну, вот так вот? Кем нужно быть, чтобы так пикать? Типа против себя уверенно еще злиться. Злиться, что пикнул хуйню и обосрался? Ну ладно, еще я понимаю, они бы хардрок этот взяли в начале и обосрались, но... Не, Филиппины сыграли хорошо. Филиппины сыграли хорошо очень, на самом деле. Я думаю, что если бы даже челы справа пикали нормально, они бы выиграли больше 3 карт. Они бы выиграли карты 3 и дальше сосали просто в салат. Потому что челы слева ебут очень серьезно. Очень серьезные челы вот эти вот. Крайне приличный перформанс. Там банворды. Какой тактический луз? Там сетка говно у них будет. Давай откроем вот сетку, я тебе открою. Ой, ёп. Discussion thread, Shillogi Brackets. Филиппины, да? 28. С Францией поиграют. Дальше с кем? Подождите. Что за хуйня? А как здесь? 48, да? Проигравший. 48. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. 27? Угу. Стоп. 28? А, то есть если русские проиграют 27, то они тоже к ним попадут в гости, к этим клиентам, да? То есть если Россия проигрывает Гонконгу, они вылетают с турика нахуй. Ну, Гонконг это стратегически важно. Здесь 46, я в глаза не долблюсь, 46, да? 46 это куда вообще? А, ну это другая часть сетки. Это... Это... Ой, блядь, пожалуйста. Ну, смотрите, тут Украину я болею, очевидно, она разнесет, ну просто. Украина здесь проигрывает Корее, да? Попадает сюда. 45. Здесь какие-нибудь райки будут. Я уже верю в это. 46, ну тут тоже какие-то райки будут. Ну, короче, тогда шанс на матч Россия-Украина повышается в разы. Но понимаете, чтобы это произошло, Украина должна UK вынести. А Россия каким-то образом... А Россия должна проиграть этому, где это?
прекрасная страна. Филиппины. Ну, сетка мега смешная, да. Да-да, там Украине надо будет выиграть. Ну, я уверен, ради победы над вами они запотеют. Но я думаю, чтобы украинцы вынесли Мариэка, это должно быть максимально эпично. Ой, ё-моё. Так. Клебет обязан не прийти. Да не, придет и получит. Это смешно должно быть. Не, ну очевидно, хотелось бы, чтобы Россия выиграла нормально Филиппины, все было хорошо, и там Корея борьбу навязала, и мы такие типа, Русь, Русь. Это было бы лучше, наверное, все-таки. Но уж если уж лузать Филиппинам, то Украина должна, ну, показывать перформанс, иначе неинтересно. Не-не-не, вот что Украина вынесет Корею, это слишком влажно уже. Слишком. Так, давайте смотреть, что там по завтрашнему дню быстро разберемся. Сейчас я обновлю таблицу. Да, завтра в 9 по Москве Германия-Канада. Корея-Китай тоже смешно посмотреть. Ну, чисто поболеть за лолололов, притопить. Но я все буду стримить из этого. Вот. Я все застримлю. А так основная машина начинается с 4, получается, и дальше по расписанию. На Виктора Черепа? А где он? Да, конечно, ну, послезавтра тоже все посмотрим, скорее всего. Но вот этот матч под вопросом. Единственное, но его нужно смотреть. Это все-таки серьезный матч. Ну, возможно, даже равный. Я бы вот это посмотрел. То есть они играют на этом апуле, вот который сейчас был. Они играют вот на этих картах. Вот на этих. Канада, Германия. Да там на Мрейке вообще никакой разницы нет, как он играть будет. Там важно, как вы вчетвером кроете. Мати. Наверное, я не помню, скорее всего. Я не знаю, какие шансы у России против филиппинцев. Смотри, что за пул будет. Смотри, насколько комфортно им будет его играть. Что тем, что тем. В теории у России больше шансов. На практике, смотря насколько мощнярский пул. Казахи и Япония, матч 5-0, к сожалению. Там инвокера выпустят наконец-то и пойдет. Но на интеркемпинга скорее посмотреть хочется. Да похрену, там у Японии состав плотнее намного. Да не, сегодня, наверное, без профилей. Я пойду отдохну, я стримлю с утра. Плюс завтра, ну вы сами понимаете, день тяжелый. Плюс мне нужно доделать рулетку для... Ну не рулетку, господи, а эти оповещалки с донатами. Смешные. Я хочу больше добавить смешных ОРГ сегодня. Вот, так что этим займусь, пойду. Чтобы к завтрашнему дню готово было. Да, конечно, не забуду. А так желаю вам приятного вечера.
хорошо отдохнуть, расслабиться, привести себя в порядок. Приятных вам снов.